Приветствую вас, мои дорогие. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и подписки. Спасибо. Начинаем наш второй прогноз. Но если вы устали из раза в раз наступать на одни и те же грабли в отношениях и в бизнесе, может быть, то я напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи «Сама по себе психолог». Пожалуйста, посмотрите видео в этой папке. Там лежат убойные разборы про скрытое хамство, про спасательство, про ментальную бухгалтерию. Хватит гадать, почему все идет наперекосяк. Идите и возьмите готовые ответы. Ну а тема сегодняшнего расклада – прямой эфир. Кто и что говорит о тебе в эту самую минуту. Сегодня мы с вами узнаем, кто о вас говорит, кто этот человек. Контекст разговора, о чем именно идет речь, о ваших каких-то действиях, о вашем внешнем виде, о ваших там поступках, да, каких-то, действия, да, поступки, личной жизни, может быть, о вашей. С каким эмоциональным зарядом это обсуждается там? Интерес, зависть, восхищение, раздражение. Да и все, наверное, да. Можно еще посмотреть скрытый мотив. Зачем этот человек поднимает эту тему? Может, желание сблизиться, самоутвердиться, или, может быть, знаете, как получить информацию дополнительную, как будто бы невзначай о вас заводит разговор, да, может быть, и ждет продолжения, да, как бы там кто-то включится, что-то какую-то информацию о вас скажет. Такое тоже может быть. Итак, начинаем. Кто же этот человек? Кто говорит о тебе в эту самую минуту? Ой, нежность-то какая. Какая нежность. Ух, токсично. Балерина. Динозаврики, прошлое. Кто-то из прошлого. Ну, давайте сейчас уточним. Это мужчина или женщина, да? Как тут непонятно. Мне, конечно, хочется считать это как мужчину. Но давайте посмотрим. Может, и женщина. Так, это мужчина или женщина о вас говорит? Покажите, это мужчина или женщина? Мужчина. Ох, как он прятался, я вам хочу сказать. До последнего прятался. Тут выходили карты и семейный, может быть. Я не утверждаю. Карта дурака вышла. Прям мне так хотелось сказать. Ладно. Это не наш не дурак. Ладно. Смотрите, характеристика император. Прячется, умеет прятаться, умеет, знаете, быть даже вне подозрений, да, ваших. Ладно, по императору может быть не свободен, может какой-то империей обладать, сильный, не глупый, я же говорю, не дурак, да, такой, может быть довольно упрямый, видите, тут неспроста эти рога этого, ой, кого это, козлика какого-то, горного барана висят тут. Это говорит о том, что человек довольно-таки может быть своенравный. Ой, и тут у меня собаки начали лаять. Да что ж такое? Извините, окно открыто, тут жарко на улице, потому окно открытое. У меня тут бегают какие-то собаки. Так, ладно. Извините, отвлеклась. Император может управлять, владеть какой-то империей. Мужчина, который несет ответственность уже за что-то. Мужчина, который вообще такой продуманный. Видите, не зря у него в руках тут эта шахматная фигурка. Уже с какими-то достижениями. У кого-то это уже уровень достатка довольно-таки высокий. Но, может быть, упрям. Может где-то свое мнение учитывать, а остальных мнение так
постольку, поскольку. Вот я решил, так будет, и так будет. Может быть тираничен, деспотичен, да, у кого-то и так. Так, еще какая характеристика на этого мужчину? Мужчина, так, карта смерть, перерождение. Длительное время он как будто бы ждал все, как соберет какой-то урожай. По влюбленным, вполне возможно, влюблен был, если это вас сюда касается, то все надеялся, что вот может случиться, может в любой момент случиться. И оно таки не случилось. Не знаю, что-то тут такое, как перерождение, и это было, это все долгое время длилось, вот он в таком состоянии был. И при этом по шестерке кубков вы с этим мужчиной можете быть кармическими партнерами. В классике шестерка кубков — это карта именно этих кармических, которые, может быть, вот, в прошлом воплощении, да, вы там пересекались, у вас были какие-то задачи, там, может, не сложилась эта любовная история, и вы в прошлом воплощении вот, не прошли там какие-то уроки, двойки получили, не смогли удержать, я не знаю, прожить как-то любовную историю. У каждого свое, да, и вас из того воплощения в это перебросили с авоськами этих непрожитых уроков, с двойками в дневниках. Вас в это воплощение перебросили и свели. Вас судьба свела. Тут фатально и прошлое. Вот еще раз карты подсвечивают. В прошлом не сложилось, не случилось. А в этом воплощении вам дали шансы. И по шуту-дураку, шестерка кубками и рядом карта дурак. Новые дали вам шансы прожить это. Но по этим же картам у меня такое ощущение, как будто бы и в этом воплощении что-то у вас тут пошло не так. Наверное, уже в следующем воплощении мы с вами поговорим по поводу этого мужчины, да? Ладно, шучу, не знаю, посмотрим. В общем, динозаврики — это прошлое, фатальное. Ваша встреча произошла, не зря она произошла. Опять-таки, какие-то уроки у этого мужчины с вами, они так и остались непройденными. Хочу сказать, в отношении вас у него нежность, у него какое-то такое чувство, оно трепетное на уровне души, но при этом этот человек может проявляться, как по-разному. И вы видели его проявление, тут дуальность, черное-белое. Он мог быть с вами токсичным, ядовитым. Тут он может быть абсолютно разный, этот мужчина, но в отношении него может быть очень глубоко спрятана эта нежность, это желание к вам прикоснуться. Но, скорее всего, сейчас в отношении вас он тут свои эмоции, порывы какие-то, он сдерживает, он как в балансе держится, пытается удержать это равновесие. А повторюсь, у кого-то это по императору уже несет ответственность, у кого-то уже налаженный быт, жизнь какая-то своя уже сложившаяся. У кого-то это он вообще говорит, прошлое нужно оставить в прошлом. Вообще характеристика на него человека, он может быть довольно-таки привлекателен. Тут дело не именно в красоте, а харизматичный такой, умеет себя преподнести. Но сейчас его считывают как очень-очень уставшего. Привлекательный мужчина, но уставший. Может элементарно там, режим сна, отдыха не придерживается, да, может как выгорание какое-то на работе, вот, или не обязательно на работе, может быть там в семье какие-то проблемы, трудности. Устал, очень уставший. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим, о чем именно идет речь. О тебе, да, этот человек разговаривает, этот мужчина. О твоих действиях, решениях каких-то, внешний вид ваш, личная жизнь ваша. О чем? Ух ты! О чем?
очень интересно. А тут мужчина разговаривает в первую очередь из позиции о себе. Тут он говорит, ну, красавчик я тут такой, ну, павлин у меня вот больше часто так проигрывается, это когда мужчина, который знает себе цену, плюс он свои достоинства может так расхваливать, распиаривать, так себя преподносить, он может легко влюблять так с полущелчка в себя девочек, при этом какие-то недостатки, которые у каждого из нас присутствуют и могут быть у нас в жизни, какие-то истории не очень красивые, о которых кто-то сожалеет, кто-то, ну, чё ж, прощает сам себе все. Но смысл в другом. Вот так этот мужчина, он эти камуфлирует так, скрывает какие-то некрасивые истории из прошлого. Вы даже не догадываетесь о том, какой он. Он это оперение раскрыл перед вами, все, вы влюбились в эту харизму, в этот образ, в этого мачо, в этого достойнейшего из мужчин, лучшего из лучших. А потом, когда всплывают эти истории какие-то, вот негативные, какой-то там контекст, подтекст, да, ух, вы потом думаете, капец, кабы я знала, какой он токсичненький, кабы я знала, на что он способен, кабы я знала, чем он руководствовался во время принятия каких-то своих этих решений, да, истинные мотивы этих его поступков, я бы вообще по-другому на него смотрела. Ну все, уже время упущено, вы уже вляпались по самое не хочу, влюбились. И он так легко довольно-таки влюбляет в себя, потому что действительно обладает какими-то, может быть, чертами, достоинствами, ну реально обладает, и он умело этим всем пользуется, может к себе расположить. Так вот, тут о чем именно идет речь, разговор, о том, что он такой классный, красавчик тут. И сейчас он говорит о том, что он сам осознанно закрывается от каких-то женщин, от большого количества женщин. Сейчас он говорит токсично, я от них устал вообще, от женщин, может от женских каких-то проявлений, инициативы в его сторону, в принципе, от, может быть, как от женского рода даже. Тут от каких-то женщин он говорит, я устал. Но он говорит, тут же говорит, я вспоминаю ее, вас. Она как моя вторая половинка. В ней, может быть, я видел какие-то качества, какие-то проявления. То, что, допустим, вот вы как-то реагировали на, ну, не знаю, может быть, на шутки, может быть, на какие-то замечания. И он считывал, что я точно так реагирую. Вы там могли, ну, не знаю, там, посмеяться над какой-то шуткой, которой остальные вообще не смеялись. Ну, я пример привожу, да. Опять-таки, ну, как будто родная душа, он тут говорит, я вот считывал ее как родной. Опять-таки он говорит, тут карта друзья, но тут больше, не обязательно вы были прям вот статус у вас друзья. Тут больше он говорит, я рядом с ней себя чувствовал вот таким, как дети. Знаете, искренность какая-то от вас это исходила. Жизнерадостность, опять-таки оптимизм. Ну вот как-то хотелось жить, может быть, даже смеяться, радоваться вот чему-то, вот тут вот так вот. А тут, видите, рядом с картами вот этих девушек, тут токсично, а тут как-то все так. И тут в конце он говорит о вас, о вашей внешности также. Ну, тут больше ваша харизма. Эта карта вы уже, наверное, знаете, она часто на вас падает, на вашу сигнификацию, характеристику. Карта муза, яркая, харизматичная, райская птичка, женщина, которая умеет также подчеркнуть свои достоинства, сделать акцент на них, знает все эти женские штучки, да, у кого там, не знаю, красивая грудь, это будет декольте какое-то красивое, у кого волосы там роскошные, вы как-то сделаете акцент на волосах, там, вы поняли, да, у кого там длинные ноги облегающие, джинсы какие-нибудь или юбка короткая. Ну, вы знаете все эти женские премудрости, что я вам буду говорить. Но вы тут в полной мере этим всем владеете. По крайней мере, вас он считывает такой очень женственной, привлекательной для него, необычная. Тут самое главное энергетика. Вкусная энергетика. И женщина, которая оптимистка, опять-таки, вы тут щедро своей этой энергией делились. Вот я думаю, женщина, которая придет на помощь, найдет чему порадоваться, поддержать, как найдет к любому человеку свой подход, вы найдете к любому, да, вот
тому скажете какое-то хоть хорошее, доброе слово, тому там еще что-то, с кем-то просто помолчите. А кому-то, наоборот, подзатыльник в моменте такой полушуточный отвесите и скажете: вставай, тряпка, иди борись за свою жизнь, за свои шансы, давай, бери все от жизни, хватит сидеть тут. Я шучу, но вы поняли. Вот такая какая-то, вот мне вас такой подсвечивает. Как будто бы рядом с вами хотелось жить, и жизнь казалась ярче. Ну, вот как-то так. Вот это такой разговор сейчас у него о вас. При этом, в первую очередь, он говорит о себе, о собственных каких-то типа запросах, желаниях, о том, что его тут какие-то женщины уже достали, токсичные они, может быть, это проявляться. А мне прям интересно, это он хочет сказать, что это женщины какие-то не такие, да? В любом случае, вы на фоне вот этих тут барышень как-то очень, но очень выгодно выделяетесь в моменте. Так. Токсично. Это эти женщины тебя чем-то так раздражают, да? О чем это? Ангел, демон. Это о женщинах. О чем? А тут, знаете, тут опять-таки не сколько даже об этих женщинах, тут больше мужчина о себе. О чем это? О том, что он их считывает многих сразу как наивных дурочек, карта ребенок, да? А потом оказывается в моменте, когда он начинает с ними тут как-то выстраивать отношения или больше там сближаться, да, диалог какой-то выстраивать, то тут они оказываются ангел и демон, не такими белыми и пушистыми, как он сразу думает, да, карта замок, очень много тайн. Женщины потом могут, вплоть до того, что тут показано, знаете, такие женщины, как вам сказать, они не дурочки на самом деле. Он их сразу воспринимает как ребенок, может быть, тут они так себя позиционируют, наивные, такие доверчивые, да. А потом он с ними начинает ближе общаться, и оказывается, что они тут холодные. Он говорит, на самом деле, холодные, расчетливые, меркантильные. По карте воительница женщина, просто они рамки держат, границы, девочки. Это неплохая карта воительница. Это женщина, которая дружит с головой. Это женщина, которая эмоции свои держит под контролем, которая не будет свою энергию тут просто так раздаривать, не будет вкладываться в этого мужчину ничем абсолютно. Она будет смотреть и наблюдать. Вот. А он тут изначально как бы нацелен на то, что это девочки где-то даже как-то воспользоваться. Вот мне так идет. Как есть, так я и говорю. При этом он говорит, что эти женщины особо эмоционально не вкладываются, но в ответ хотят иметь очень многое. Хотят этого мужчину, он прям считывает, что его хотят подчинить, вокруг шеи у него тут цепи намотать какие-то. И они его вот этим раздражают. Тем, что, может быть, не проигрывают никакие жертвенные тут эти варианты. Типа сразу его завлекают, он сразу клюет на их там какую-то, может быть, даже детскость, женственность, хрупкость, такую какую-то уязвимость. И тут же он говорит, а нифига, это всего лишь игры какие-то. На самом деле они очень продуманные, типа хитрые, продуманные, умные. И это его же подбешивает. Вот такую интересную историю нам подсветили. Вот такие ему уже надоели, такие хитрые, умные мадамы. А ему так хотелось бы вот этих искренних каких-то светлых, добрых чувств, те, которые были раньше, он говорит. Видать, не ценил то, что было. А сейчас что? Имеем то, что имеем. Смотрим, с каким эмоциональным зарядом это все обсуждается. С интересом, завистью, восхищением, раздражением. Уже часть увидели. Это раздражение в сторону этих женщин каких-то, да, которые, видать, не дают ему в полном объеме то, что он хочет, или совсем не безвозмездно они это все хотят отдавать, да, тут как-то так. В вашу сторону восхищение идет, может, запоздалое уже, но восхищение в этом. Муза, райская птичка, искренний человек такой хороший. Так,
все-таки давайте с каким эмоциональным зарядом идет именно разговор о вас. Боже мой. А тут у меня прям история, я же говорю, что не, может быть, человек не ценил ни вас, ни ваши какие-то качества, считал, что так и нужно, воспринимал это как должное, да, а сейчас такое вот тут прям обсуждается, девочки, вот тут разбитое сердце, у него разбитое сердце, тут какие-то из-за каких-то ограничений, может быть, клетка, невозможность быть с вами, у вас ограничения, у него. При этом человек показан на переход на новый уровень и сердце любящее. Как будто он говорит, я осознаю. Вот, может быть, для него по-новому вскрылись обстоятельства там общения с вами, да. Не зря вы встретились в жизни, фатально. То есть роковая женщина, роковая встреча. Урок у многих будет, тут почему-то карта финансы и невозможно. Ну, допустим так, ну, там, вы не свободны, он не свободен, финансовая у вас стабильность, и вы не решились разрушать семьи, допустим, у каждого своя там жизнь, у кого-то там вообще в семейный бизнес, да, совместный, недвижимость, еще что-нибудь, какой-то нюанс финансовый, я не знаю, может это больше о нем, для него явилось в свою очередь, может быть, это каким-то ограничением или фактором, который так остановил вот эту любовь, если она была. Но тут, скорее всего, знаете, как будто мужчина даже до конца не был уверен в том, что влюблен он, не влюблен в вас. Скорее всего, он воспринимал как должное, да, что женщина пришла в его жизнь, может, думал, что таких будет еще множество женщин. Ну, как есть, я так вижу. Тут история о том, что он находился в балансе, он пытался удержать эту ситуацию под контролем, а потом эта ситуация как будто вышла из-под контроля. Повторюсь, может, мужчина до конца не понимал, кем вы для него являетесь. А вот сейчас, вот с каким зарядом эмоциональным это все обсуждается, это идет с таким оттенком грусти, плюс как будто он даже по полочкам пытается разложить, почему так в его жизни случилось. И как будто приходит осознание того, что, ну, это как переход на новый уровень, это оказывается любовь, которую я, может, не осознавал. Оказывается, это женщина, которая, может быть, пробудила во мне эти такие чувства. Но я вам хочу сказать, знаете, как бы там ему сейчас попадались наивные какие-то дурочки, которые где-то позволяют собой пользоваться, где-то закрывают глаза на его какое-то поведение, и в ответ, кроме его вот распушенного этого хвоста какого-то павлиньего, ничего от него не хотят, то, может быть, он тут и ничего не осознал бы. Я вам так честно скажу. А тут какая-то ценность вас, как личности, как женщины, приходит у него на уровне просто наряду с тем, что он сравнивает вас с другими женщинами. И тут понятно какая-то ваша глубина, тут ваша тут искренность, широта души, может быть, умение любить, даже жертвенность какая-то ваша. Тут как будто наконец-то до человека что-то начинает доходить. Ну, тут горечь. Горечь и, как вам сказать, озадаченный даже какой-то. Это фатально, это роковая любовь, роковая женщина, роковое стечение обстоятельств. Как-то так. Тут как будто вы какой-то процесс в его сердце, в его душе это все запустили, и он шел потихоньку этот процесс. И давайте еще посмотрим, ну, скрытый мотив, зачем этот человек поднимает вообще эту тему. Разговор о вас. Ну, такое ощущение, как будто, может, с каким-то своим очень близким другом, да, он разговаривает, допустим, да. Зачем он вообще поднимает эту тему о вас? Желание сблизиться, самоутвердиться, получить информацию. Зачем?
Но я Господи, я не удивлюсь, девочки, уже заговариваюсь, если вы ему тут приснились ночью на метле, вы тут как-то летали, он не может понять, где сон, где явь. Я шучу, конечно, но тут карта ведьма ведущая вышла. Карта страсти, темперамент. Первое, мне кажется, он не совсем может контролировать вот этот процесс, который у него запущен. То есть это влечение к вам, это мысли о вас, это, знаете, все-таки вы для него, темная лошадка в том плане, что многое о вас он не знает, он домысливает, как-то так. Почему он поднимает эту тему? Потому что в его жизни, вот как свинью подложили, какой-то у него такой период, где он надеется на что-то хорошее, его жизнь влетит, он будет счастлив наконец-то, где-то все дороги откроются по карте солнышка, все вот-вот случится, сложится, как он себе тут намечтал. И ему тут как свинью подкладывают, и карта депрессии, и опять все не так, вот не случается, все хреново. Почему он затрагивает этот вопрос? Потому что он как возвращается к тому моменту, к тем моментам, когда ему было хорошо. И он так вот сравнивает. И, соответственно, всплываете вы в его голове. И влечение, тут сексуальное влечение к вам, темперамент, страсть. Не хватает ему этого. Эмоционально-чувственных каких-то наслаждений. Но при этом же и понимание того, что как раньше, так уже не будет. При этом понимание, что и вы, наверное, поменялись, тут ведьма ведающая, да, то есть тут больше, почему он это поднимает, потому что ему надо самому до конца разложить по полочкам, может быть, кто вы для него, кем вы для него являетесь, возможно дальше что-то, невозможно, и вообще что с этим всем делать, вот так вот как-то даже. Насчет информации о вас получить нет. Тут он разговаривает с кем-то, с каким-то мужчиной, который вряд ли там владеет какой-то информацией о вас. Почему-то мне идет как с мужчиной. Может и не с мужчиной, но тут не желание получить информацию. Желание самоутвердиться, да вроде бы даже и нет. Просто желание как вот этого какого-то замкнутого круга непонятного. Он не знает, как он туда попал, в этот круг. Когда же наконец-то все в лучшую сторону изменится. Где-то, может быть, разложить все по полочкам хочется ему. Желание сблизиться с вами, да, но при этом я не удивлюсь, если вы где-то с ним пересечетесь, он может от вас сам шарахнуться в сторону, потому как как-то мне так идет такая информация, как будто бы он на самом деле тут процесс идет, но он готов ли он к чему-то серьезному? Не знаю. Он понимает, что вы не зря в его жизнь пришли. Но опять-таки, одно дело, когда, знаете, он любит себя в искусстве, да, и вы, может, восторженными этими глазками на него смотрели, и он особо даже не задумывался, что вам нужно, чего вы хотите, какие ваши там потребности удовлетворяются, не говоря уже о ваших каких-то мечтах, планах. Знаете, как какое-то стихотворение прекрасное есть, точно не приведу, но смысл такой, что у любимой много желаний, да, а у той, которую разлюбили, желаний 0. То есть нелюбимая женщина, она соглашается на любые форматы. То есть вот тут он любил себя, блистал, и особо не задумывался о том, что вам хочется, не хочется. А тут уже у него появляются какие-то такие мысли о том, что она захочет ли вот этой близости, этого сближения, может быть, интима, моих проявлений, а как она на это все отреагирует, а ей вообще что нужно от меня, нужно ли ей вот это вот такое, как будто бы, какой-то, я же говорю, как процесс какой-то запущенный, у него тут очень много мыслей в голове, и он точно понимает, что вы тут не глупая, вы тоже поменялись, и по-другому уже на него смотрите, и реагировать будете на него по-другому. Все, девочки. Обсуждение других людей – это способ переработки собственных эмоций, сравнения, самоопределения. Когда этот мужчина говорит о тебе, он на самом деле говорит
о себе. И тут прям это подтверждено. Он тут в первую очередь о себе говорит, о собственных каких-то запросах, о том, что его потребности не удовлетворяются уже длительное время, о том, что он тут разочарован в каких-то женщинах, которые они ведут себя безобразно, не хотят тут вкладываться в него эмоционально, отклик никакой давать. Они тут, заразы, что-то тут на чеку, они довольно-таки меркантильные, они свои эмоции держат под контролем, они какие-то тут прикидываются белыми, пушистыми, на самом деле они вообще не такие. Тут вот что-то он больше о том, как он тут попал. Ой. И нам с вами важно понимать, что чужие разговоры редко оказывают прямое влияние, если ты не включаешься в них эмоционально. Самое главное, не контролировать то, что о тебе говорят, а сохранять устойчивость к этим внешним интерпретациям и не позволять им формировать ваше восприятие себя. То есть вы знаете себе цену. Я умница, красавица, я правильно все делаю. Все. Самое главное, девочки, все как всегда. Любим, ценим себя. Все, спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.